Приветствую вас, дорогие друзья! Вот и пришло время для второй части исследовательского проекта, посвященной истории развития операционной системы Windows 10. В первой части мы затронули этапы разработки данной системы и прошлись по куче бета-сборок, которые содержали в себе различные изменения, идеи, наброски и прочие варианты реализации нового функционала в системе. Да и багов там тоже было немало. Также в первой части мы узнали ответ на вопрос, почему систему назвали как Windows 10, а не 9, выяснили, какой была рекламная кампания, первые отзывы и что конкретно Microsoft предпринимала для продвижения новой версии системы в массы. И кажется, у Microsoft данная тактика принесла плоды. По данным StatCounter, мировая доля Windows 10 на рынке достигла 25% еще аж в мае-июне 2016 года. Это через 10-11 месяцев после выпуска первой релизной версии Windows 10. Если сравнивать такие показатели с Windows 11, то это чистая победа, потому что Windows 11 достигла 25% рынка только за 2 года. В первой части видео было очень мало информации. Я считаю, что нужно рассказать историю Windows 10 до конца. Пусть на момент выхода видео данный ОС еще поддерживается, но события вокруг нее меняются не так стремительно, как это происходит с Windows 11. Или уже происходило, если кто-то в будущем это видео смотрит. Итак, все же давайте посмотрим, что мы будем затрагивать во второй части видеоцикла, посвященной истории Windows 10. Рассмотрим концепцию Windows как услуга, что это вообще такое, в чем смысл и почему та концепция внезапно исчерпала себя. Выясним, с какой периодичностью выходили новые сборки Windows 10. Своими глазами посмотрим на то, как система преображалась на протяжении всего цикла существования. Кратко обсудим бесплатное обновление до Windows 10, разберем комплектацию бокс и OEM изданий Windows 10 из разных эпох. Сделаем краткий экскурс по всем известным редакциям десятки, не только Home и Pro едиными. И, наконец, узнаем, как дела с поддержкой и обновлениями в этой операционной системе. Я думаю, будет очень интересно. Ставьте чаек, берите печеньки, или же сходите кое-куда, если у вас нет ничего из вышеперечисленного, и подписывайтесь на канал. Надеюсь, что вы не будете как-либо разочарованы. Думаю, что сейчас уже самое время начать сие повествование. А начну все с одного интересного момента. Во время презентации Windows 10 широкой публике было сказано такое понятие, как Windows как услуга, или же Windows as a Service. И само собой напрашиваются вопросы, что значит Windows как услуга? Хорошо ли это или все же плохо? В чем смысл подобного шага компании к разработке Windows? Раз уж это услуга, то ОС будет доступна по подписке? Наверное, придется пояснять это долго, однако самые базовые моменты и примеры рассказать здесь вполне удастся. Windows как услуга — это концепция, введенная Microsoft, которая изменяет традиционный подход к выпуску операционных систем. До такой концепции Microsoft выпускала новый ОС с длительными перерывами. Например, Windows XP вышла в 2001, Windows Vista в 2006, а Windows 7 в 2009. Эти временные интервалы очень большие, согласитесь. Также нужно учитывать, что в те времена выходили только RTM-версии, или же SP0. А первые публичные для потребителя версии новых Windows всегда были сырыми. Можно ту же легендарную Windows XP взять. В SP0 присутствовало множество недочетов и критических проблем. А стандартный проводник мог в любой момент, без всякой на то причины, просто вылететь. После выхода новой версии всегда нужно было выжидать какой-нибудь сервис-пак. Большой пакет обновления, который выходил в течение года и включал в себя набор исправлений и улучшений системы, основываясь на результатах работы по отчетам и жалобам пользователей. Как итог, со временем та же Windows XP стала прекрасной системой для многих пользователей. Не зря же она в 2008 году 80% доли использования занимала. С Windows 8.1 пакеты обновлений стали называться просто как Update. А с Windows 10 Microsoft предлагает постоянное обновление и улучшения для операционной системы, таким образом полностью отказавшись от создания сервис-паков, обеспечивая ее более непрерывное развитие. То есть подобный подход позволяет Windows 10 развиваться и расти быстрее, чем предыдущий ОС от Microsoft. Да и номер сборок чутка поменялся. Если Windows 10 RTM имела сборку под номером 10240, то Windows 10 1511 10586.
Особенно это касается обновлений безопасности. Можно было не ждать выпуска сервис-пака. Проблема решалась по мере ее поступления и в короткие сроки. Хотя стоит подметить, что такие обновления, выпущенные в короткие сроки, не всегда работали гладко, и это могло сказываться на качестве работы ОС в целом. Microsoft представляла народу Windows 10 как последнюю Windows, поэтому такая концепция для тогдашнего руководства была вполне оптимальна и стабильна. И каждая новая версия Windows 10 поддерживалась в среднем 18 месяцев. Звучит прекрасно. Но что-то пошло не так. Windows как услуга еще содержала в себе так называемые ветви, или же, как называет Microsoft с 2017 года, каналы. На старте были такие ветви, как Windows Insider, Current Branch, или же текущая ветвь, Current Branch for Business, текущая ветвь для бизнеса, и LTSB. Если вы были Windows Insider, то бета-обновления для вашей системы приходят на постоянной основе и становятся обязательными к установке. В Current Branch вы всегда получали ежемесячное стабильное обновление, выпускаемое в так называемый вторник исправлений, а в ветви для бизнеса, по сравнению с текущей, от обновлений можно было легально, но на время, отказываться. А LTSB версии Windows 10 предоставляли в себе не только дополнительную поддержку, но и возможность бессрочного отказа от получения, установки каких-либо обновлений со стороны пользователя. К такой версии мы вернемся позднее. С 2017 года Microsoft внесла изменения. Ветви стали называться как каналы и обрели полугодовой период, а LTSB был переформатирован в LTSC. Стала ли Windows платной для всех? Конечно же нет, это всего лишь повлияло на продажи и план выпуска релизных версий Windows 10. Кстати, о них. Релиз новых версий Windows 10 обычно происходил раз в полгода, однако через 3-4 месяца после выпуска Windows 10 15.07 вышло в некотором смысле важное обновление – Windows 10 15.11. Каждой версии Windows 10 присваивается цифровое значение, которое обозначает год и месяц окончания разработки релизной версии. Например, выход Windows 10 15.07 состоялся в июле 2015 года, а выпуск нового обновления к Windows 10, Windows 10 15.11, состоялся в ноябре 2015. Про дальнейшие релизы, думаю, несложно догадаться. С осени 2020 года появилась другая система наименований через H, 20H2, 21H1 и так далее. Зачем это было сделано, мы, опять же, узнаем позднее. Но да ладно. Теперь можно поговорить о такой интересной акции со стороны Microsoft под названием «Бесплатное обновление». На тот момент это была очень внезапная акция щедрости со стороны компании. Напомним, что Windows 10 вышла в свет 29 июля 2015 года, и для того, чтобы привлечь пользователей к использованию новой ОС, Microsoft решила сделать акцию по бесплатному обновлению системы под управлением Windows 7 или 8.1 на новейшую десятку. Схема бесплатного обновления заключалась в следующем. Если у вас Windows 7 следующих редакций, а именно начальная, домашняя базовая или домашняя расширенная, или обычная версия Windows 8.1, в том числе и версия с Bing, распространявшаяся на новых компьютерах с предустановленной системой, то вы получаете бесплатно обновление до Windows 10 Home. Если же у вас Windows 7 профессиональная, или максимальная, или же просто Windows 8.1 Pro, обновление до Windows 10 Pro обеспечено. Но пользователям Windows RT и корпоративных сборок Windows 7 и 8.1 повезло меньше. Им бесплатное обновление просто не дали. К слову, такое обновление еще и переносило лицензию от старой системы, делая вашу копию Windows 10 полностью подлинной. Бесплатное обновление было доступно для всех до 29 июля 2016 года. После истечения срока этой акции у оставшихся пользователей Windows 7 удалялось приложение «Получить Windows 10», а легально купить новую систему можно было уже только за деньги. Однако существовала одна интересная лазейка. Кроме возможности бесплатного обновления для обычных пользователей, существовало и бесплатное обновление для пользователей с ограниченными возможностями. В этом варианте было все то же самое. Совершенно обычный Windows 10, без каких-либо дополнений для людей с ограниченными возможностями. Для этого не нужно было присылать какой-либо скан удостоверения об инвалидности. Нажал кнопку «Получить Windows 10», запустил помощника по обновлению, и все, готово. Изначально такая возможность, по данным Microsoft, была бессрочной.
Но из-за того, что обычные пользователи таким образом получали бесплатное обновление с переносом своей лицензии, компания все-таки задала дату окончания подобной акции – 31 декабря 2017 года. Но и там без очередных лазеек не обошлось. На сайте Microsoft все еще было возможно бесплатным способом скачивать ISO-образ или отдельную программу Media Creation Tool, которая позволяет создать дистрибутив Windows 10 с возможностью обновления. Приступим, наконец, к версиям. Будет немного долго, поэтому... Windows 10 November Update, или же Windows 10 15.11, или же Windows 10 Build 10.586. Первое крупное обновление операционной системы после выпуска RTM-версии в июле 2015. Данное обновление носило кодовое название как Threshold 2. Первая предварительная версия, на удивление, была сделана очень быстро, в августе 2015. Окончательная версия для участников Windows Insider стала доступна 3 ноября того же года. А спустя 9 дней, 12 ноября, обновление стало доступно для всех через Центр обновлений и ISO-образы. Это было первое глобальное обновление для Windows 10, в котором был представлен номер версии в формате GGMM, где первые две цифры обозначают год выпуска обновления, а последние две – месяц завершения работы над ним. В этой версии Skype стал предустановленным приложением. Были произведены некоторые низкоуровневые изменения при работе с памятью. Улучшили Microsoft Edge. Появилась функция предварительного просмотра вкладок и синхронизации. Меню пуск теперь разрешает размещать намного больше плиток в правом меню. Не, серьезно, 2048 плиток хватит всем. Диспетчер устройств, редактор реестра и внезапно несколько разделов старой панели управления получили новые иконки. В настройках персонализации появилась возможность покраски заголовка окна. Да и в старой панели управления вернулся раздел «Персонализация», но не полностью. Параметры фона и цвета перенаправляют пользователя в новые параметры. Но никто не отменял возможности открыть их через команды. Если кому-то нужен старый дизайн настройки фона рабочего стола, то в окне «Выполнить» введите вот эту команду. А если вам каким-то образом привычны старые реализации настройки цвета окон и их внешнего вида, то нужно вводить вот такую команду. Система теперь автоматически помечает принтер как принтер по умолчанию, когда вы печатаете на любом указанном вами принтере из списка. Такое поведение спокойно отключается в разделе «Принтеры и сканеры» в тех же новых параметрах. Фон экрана входа теперь можно отключать. Кстати, вот вам один маленький забавный факт. Для Windows 10 изначально планировалось создать совершенно новую программу установки системы, но до релиза она не дожила. Запускается она из-под установочного образа Windows с командой setup-host/install/boot. Этапы программы установки выглядят как-то бедно, а этап выбора раздела для установки — это отдельный прикол. Но система устанавливается, и это уже хорошо. Вероятно, новый дизайн установщика делал один человек, но кто знает, это всего лишь предположение с моей стороны. Как итог, эту авантюру забросили, и RTM-версия Windows 10 вышла с программой установки из эпохи Vista. О новом установщике снова подумают только к инсайдерской сборке Windows 11, Build 26040, то есть спустя почти 10 лет. Ноябрьское обновление Windows 10 также было выпущено для Windows 10 Mobile, системы Xbox One, дебютировала в качестве предварительной версии для тогда еще будущей Windows Server 2016 и была предустановлена на новых устройствах с мобильной Windows 10 на борту. Версия 15.11 получала обновление до апреля 2018 года, которые добавляли мелкие исправления, поддержку прочих алгоритмов шифрования в BitLocker, внедрили Windows Spotlight Pro версии Windows 10, осуществили корректировку часовых поясов и разблокировку частоты кадров в UEP-приложениях. Поддержка этой версии закончилась 10 октября 2017 года. Хочу подметить, что окончание поддержки версии Windows 10 отличается от окончания поддержки полноценной линейки операционки в целом. Время Windows 10 Anniversary Update, также известный как версия 16.07 с кодовым названием Redstone 1. Это второе крупное обновление для Windows 10 и первое в серии обновлений под кодовым названием Redstone. Microsoft отказалась от Threshold. Данное обновление, как можно понять из названия, призвано отпраздновать первую годовщину со дня публичного выпуска Windows 10.
Первая предварительная версия Windows 10 16.07 была выпущена 16 декабря 2015 года. Окончательная версия для инсайдеров вышла 18 июля 2016 года, а 2 августа релиз стал доступен для всех желающих. Эта версия не только добавляет новые функции, но и продолжает новую на то время специализированную редакцию Windows 10 – LTSB, и к ней мы придем очень скоро. Ах да, 29 июля 2016, если кто прослушал, завершилась официальная бесплатная акция по обновлению до Windows 10, и приложение «Получить Windows 10», распространяемое тогда всем через центр обновлений, официально завершило свою работу. Номер сборки здесь синхронизирован. Билд 14393 был указан что на настольной Windows 10, что и на мобильной ее версии. Самое главное, что здесь нового по сравнению с 15.11. Начнем с самого вкусного. Был переработан меню «Пуск». Кнопка «Все приложения» теперь заменена простым показом списка установленных программ слева. А кнопка выключения компьютера и настройки пользователя теперь прячутся за раскрываемым меню. В разделе «Центр обновлений» была добавлена функция «Активные часы». Данная фича позволяет пользователям устанавливать время, в течение которого пользователь обычно использует систему, чтобы Windows не перезагружала компьютер для установки полученных обновлений. Изменился PSOD. Был добавлен QR-код, ведущий на сайт технической поддержки Microsoft. В ранней стадии дебютирует подсистема Windows для Linux, или же WSL. Данная подсистема позволяет запускать нативные приложения, выполнять команды и Linux-скрипты непосредственно из Windows без использования эмуляторов и каких-либо виртуальных машин. Появляется Windows Sync Workspace. Дизайн оповещений UAC теперь приведен к новому внешнему виду. Старый дизайн возвращается при редактировании параметра к XAML Create UI Available со значением 0 по этому пути в реестре. Появилась консольная реализация экрана блокировки и входа в систему. Здесь это является тестовой фичей и включается параметром Console Mode со значением 1 по тому же пути, что и новый дизайн UAC. Приложение записки переписано под UWP и получило поддержку Cortana. Появился Quick Assist на замену удаленному помощнику, который, кстати, здесь не удален. Да и Windows 11 тоже, но это мы обсуждали уже. Для UWP приложений в параметрах теперь можно включить темную тему. Классических Win32 приложений это пока не касается, увы. Windows 10 Anniversary Update принес с собой не только новый функционал, но и, конечно же, унес в историю некоторые фичи. Исчез журнал Windows, его теперь заменил OneNote. Для тогда еще поддерживающихся Windows 7 и Windows 8.1 журнал тоже был убран с новыми обновлениями для ранее сказанных систем. Само приложение было заброшено с момента его обновления Vista и содержало некоторые проблемы безопасности в формате файла журнала. Однако в 2021 году он вернулся в полностью обновленном виде, как UWP-приложение, скачиваемое вручную из Microsoft Store. Легальным способом больше нельзя установить звуки для запуска и завершения работы, входа и выхода пользователя из системы. Была удалена поддержка работы с видеокартами на платформе AGP. Windows 10 16.07 является одной из версий Windows 10, которая на момент выхода этого видео все еще поддерживается и до сих пор обновляется в редакции LTSB. Для обычных пользователей поддержка была прекращена 10 апреля 2018 года. Наступает 2017 год. Доля Windows 10 за 2016 выросла на 19% и достигает 32%. Почти треть Windows ПК работает на Windows 10, и такие результаты вполне себе впечатляют. Осенью 2016 года Microsoft рассказывала о планах грядущего обновления, а в марте 2017 для инсайдеров была выпущена окончательная версия нового большого обновления Windows 10. Windows 10 Creators Update, или же Windows 10 17.03 с кодовым названием Redstone 2. Общедоступный выпуск этого обновления совершился на NAS 11 апреля 2017 года с выходом Windows 10 Build 15063. Основной целью Windows 10 Creators Update стало стремление сделать 3D-технологии и творчество доступными широкому кругу пользователей. Microsoft в своем пресс-релизе объяснили это вот таким образом. Цитата. «Мы спроектировали Windows 10 с целью пробудить творческое начало в каждом из нас. Это значит, что каждый может мечтать о большем, будь то создание собственного бизнеса, проработка плана урока, изобретение нового продукта, разработка игр или стриминг».
Даже построение целого нового мира в Майнкрафт или смешанной реальности. Мы хотим, чтобы OS Windows стала той площадкой, где вам нравится творить и играть, ведь там есть инструменты, которые помогут вам оставить свой след в этом мире. Да не творчеством единым, но введений и улучшений в системе было произведено достаточно. По сравнению с Windows 16.07 мы получаем полностью переработанный экран первоначальной настройки. Теперь можно более тщательно подготовить свою систему к первому использованию. Язык, раскладка, регион, персонализация учетной записи и ее первоначальная защита по желанию, настройка параметров конфиденциальности. Появился Paint 3D. Приложение с прицелом на начинающих пользователей, содержащее простые и удобные инструменты для работы с трехмерной графикой. Фигуры, заготовки, рисунки и поддержка печати на 3D принтере. И кстати, с выходом Paint 3D оригинальный Paint, который пришел аж с Windows 1.0 под именем Paintbrush, должен был уйти в историю. Именно что должен. Пользователи не позволили этому случиться и встали на защиту этой программы для рисования, для которых Paint стал первой программой по созданию своих первых цифровых рисунков. Добавлена поддержка гарнитур Windows Mixed Reality. Значительное улучшение в работе Windows Ink. Функция «Ночной свет», которая по расписанию предоставляет всему происходящему на экране более теплые тона и предотвращает переутомление для глаз при работе за компьютером. Появился игровой режим, отдающий приоритет игре для извлечения максимальной пользы из имеющихся ресурсов системы. Доступно как в параметрах, так и по сочетанию клавиши Win плюс G во время игры. По поводу ее полезности сказать не смогу, я не играю в игры. Улучшили Microsoft Edge, подборки вкладок, WebVR, а также поддержка формата электронных книг. В параметры добавили больше настроек по кастомизации и персонализации. В меню пуск теперь можно создавать папки, ну и Windows Defender теперь стал полноценной UEP-программой. Также в этой версии была устранена проблема с изоляцией графа аудиоустройств Windows, которая могла внезапно создавать огромную нагрузку на процессор и ненарочно понижать производительность системы. Данный компонент является очень важным для системы, и за это отвечает файл audio.dg.exe. Если его закрыть, то ничего путного не произойдет. Фух. Оказывается, если завершить этот процесс, на компьютере звук перестанет работать везде. Даже у вас в ушах? Теперь вы узнали, что будет, если завершить audio.dg.exe. В Windows 11 этот процесс помечен как системный, и так просто завершить его уже не удастся. Настало время для удаленных функций. Начиная с Windows 10 17.03, пользователи окончательно попрощались с портфелем. В Windows 8 данный функционал признан устаревшим и был скрыт поверхностно. Однако через Run DLL32 и точки входа его можно было легко создать. Но здесь же все не так. Файл syncui.dll, который отвечал за работу данной функциональности, был удален. Необходимые для этого точки входа были убраны с концами, а в реестре все наводки были вычищены. Была снова убрана персонализация из старой панели управления, теперь окончательно. Базовый функционал для кастомизации переместили в параметры. Ручные команды остались актуальны и дальше. В старой панели управления убран раздел «Экран» по той же причине, как и с персонализацией. Поддержка этого обновления была завершена 9 октября 2018 года. Для корпоративных и образовательных редакций поддержка осуществлялась до 8 октября 2019. Windows 10 Creators Update вышла вполне себе отличным и сбалансированным обновлением, особенно учитывая тот факт, что крупные обновления выходили практически раз в год, до этого момента. Ведь с выходом нового большого обновления в октябре 2017 года новые релизы теперь будут выходить раз в 6 месяцев. 17 октября 2017 года состоялся выпуск Windows 10 Build 16299, известная как Windows 10 Fall Creators Update, или же Windows 10 1709. По кодовому названию никаких изменений, тот же третий Redstone. Изменений по сравнению с Creators Update тут не особо много, но кое-что выделить все-таки можно. Дебютировал новый визуальный язык дизайна от Microsoft – Fluent Design. Данный язык дизайна уходит от принципов Modern UI, представленного в Windows 8, но сохраняет его простоту и легкость понимания интерфейса.
Также во Fluent Design возвращаются некоторые приемы, которые активно присутствовали в Windows Aero. Тени, размытие фона, эффект параллакса и прочие эффекты при наведении курсора. Сама дизайн-система была представлена 11 мая 2017 года на конференции Microsoft Build 2017. Усвоен урок, который был дан вирусом-шифровальщиком WannaCry. По стандарту отключен протокол SMB первой версии. 3D Builder и старые статьи для центра справки и поддержки больше не поставляются системой, хотя сам центр был убран еще во времена разработки Windows 10. Диспетчер задач теперь показывает нашу видеокарточку. Можно без проблем посмотреть ее нагрузку и потребление в данный момент. Была убрана возможность шифрования базы данных учетных записей и установки пароля для продолжения запуска Windows, или же SamLog Tool. По словам Microsoft, данное приложение целиком устарело в плане безопасности, и компания рекомендует перейти на BitLocker. Планировался выпуск функции представления задач, но он был отложен. Там могут показываться сайты, открытые в Microsoft Edge, статьи, прочитанные в приложении новости, просматриваемые вами места в картах и задачи, которые вы ранее открывали на компьютере. Смысл этой фичи заключается в помощи пользователю возобновить активности, которые были внезапно закрыты или намеренно отложены, но вы об этом как-то забыли. Как уже понятно, ничего прям такого значительного в системе не появилось. Продолжается удаление остатков от старых компонентов и реализация мелких фич в самых часто используемых пользователем программах. Да и что можно сделать меньше, чем за полгода? Время интересных фактов. Windows 10 17.09 станет последней сборкой десятки, которая будет доступна и для мобильных устройств на базе Windows 10 Mobile. В дальнейшем мобильное подразделение Microsoft будет расформировано. Компания объявит о прекращении разработки, а система станет исторической, и ее поддержка прекратится 14 января 2020 года. 2017 год для Windows 10 заканчивается вполне себе оптимистично. Доля пользователей увеличивается с 32% до почти 42%. Доля Windows 7, самый популярный в то время Windows, стала стремительно сокращаться, а автор все так же стабилен, кальтавит и отпугивает женщин своими безумными идеями с последующими яркими попытками их реализации. Ладно, к чему это я сейчас? Я на данный момент предлагаю сделать какой-нибудь перерыв, сходить сварить еще одну чашку чая, оставить комментарий со своим мнением, рассказать об этом видео своим друзьям или подписаться на канал, чтобы поддержать автора. Вместе интереснее, и все же давайте достигнем 100 тысяч подписчиков. Это никак не сложно, зато нам будет очень приятно. Думаю, самое время продолжить. Сейчас нам придется немного изменить наш тип повествования, чтобы не делать его как-то душным или же скучным. Это мы делаем из-за того, что новые большие обновления Windows 10 с 2017 года начали выходить с более нормализованным и стабильным графиком, а именно раз в полгода. И поэтому мы будем все так же рассматривать каждый апдейт Windows 10, но в более обобщенном варианте. То есть мы начнем смотреть на то, какой была Windows 10 в 2018 году, Windows 10 в 2019 году и так далее. 2018 год для данной операционной системы стал очень значимым, а почему так произошло, узнаете попозже. Весной 2018 года выходит Redstone 4, или же Windows 10 Build 17.134, или же Windows 10 18.03. Во время разработки этого апдейта Microsoft хотела назвать его как Windows 10 Spring Creators Update. Но к релизу это было отброшено, и само название было упрощено. Windows 10 April 2018 Update. Обновление для всех пользователей стало доступно 30 апреля 2018 года, как через стандартные методы по типу центра обновления или ISO-образа, так и через одну интересную утилиту «Помощник по обновлению». Он появлялся очень внезапно, и меня это бесило. Вроде бы спокойно сидишь за компьютером, пишешь текст, и потом внезапно выползает окно а-ля «На вашем устройстве необходимо установить последнее обновление для системы безопасности». Microsoft не сможет установить на вашем компьютере важное обновление для системы безопасности, пока вы не установите последнюю версию Windows 10. А меня хоть спросили вообще? Обещанная функция представления задач. Ребрендинг Microsoft Store. Поддержка PWA в Microsoft Edge.
Progressive Web Apps. Это новый стандарт веб-приложений, которые ведут себя как обычные десктопные программы. Каждое приложение имеет собственное окно и ярлык на панели задач, способно работать без подключения к сети и может отправлять уведомления. С последними двумя я бы поспорил. Прижилось ли подобное с годами? Что-то я не заметил. Но если вы считаете иначе, то напишите в комментариях. Ярлык Microsoft Edge на рабочем столе после установки системы. Очередной переезд настроек в современные параметры с последующим их удалением в классической панели управления. Функция «Не беспокоить» переименована в фокусировку внимания. Языковые пакеты теперь скачиваются с Microsoft Store. Полностью прекращена поддержка функции «Домашняя группа». Удалена папка игры, дебютировавшая в Windows Vista. Улучшение для WSL и появление Windows Defender Application Guard. В версии 18.09, которая вышла 13 ноября 2018 года, появляется новый буфер обмена через сочетание клавиш Windows плюс V с поддержкой его синхронизации между устройствами. Новое приложение «Ваш телефон» на замену диспетчера телефонов служит для привязки Android или iOS смартфона и получения доступа к данным этого смартфона на ПК. Темная тема в проводнике. Установку шрифтов можно осуществлять не только для всех, но и в пределах своей учетной записи. В блокноте появилась возможность искать через Bing. UVP-приложение «Защитник Windows» превратилось в «Безопасность Windows», а приложение «Очистка диска» научилось удалять папку загрузки. И это нововведение считаю отчасти ошибочным. Изначально данный релиз был доступен со 2 октября 2018 года. Через 4 дня его распространение было срочно остановлено из-за серьезной ошибки, которая удаляла личные файлы пользователей после обновления. Вероятно, речь идет о папке пользователя или папке «Документы». 9 октября Microsoft повторно выпускает обновление в бета-тестирование, заявив, что все известные недочеты были исправлены. Но 25 октября в компании Microsoft нашли баг, который перезаписывает файлы без какого-либо подтверждения при извлечении zip-файла. Это было полностью исправлено 30 октября, и рассылка апдейта окончательно возобновилась 13 ноября. Залет? 2018 год для истории Windows 10 претерпел огромный, но ожидаемый поворот. Доля данной ОС среди Windows ПК пробивает психологическую отметку в 50%, и Windows 10 становится самой популярной Windows во всем мире, сместив с места Windows 7. Доля Windows 10 в декабре 2018 года, по данным StatCounter, составляет 52%. 2019 год для Windows 10 начинается вполне себе с неожиданной новости. Microsoft отказывается от кодового названия Redstone в разработке новых больших обновлений для Windows. И знаете, этому есть вполне себе логичное объяснение. Такой шаг был сделан с целью облегчения понимания нумерации сборки для обычных людей. Новый формат позволяет разработчикам проще указывать, когда было выпущено то или иное обновление. Например, если сборка вышла во втором полугодии 2019 года, то версия будет называться 19H2, где 19 в данном случае означает год, а H2 означает второе полугодие. Ранее нумерация шла по году выхода и числу месяца, в котором разработка обновления была завершена. Пусть новый формат звучит не так красиво, как Redstone, но зато, на мой взгляд, он объективно понятнее. Теперь можно будет быстро узнать, в какой половине какого года был выпущен тот или иной большой апдейт, не напрягая свою память и поисковую систему в интернете. В 2019 году с Windows 10 произошло одно очень заметное изменение. На старых компьютерах, которые поддерживают только SATA 2.0 или с установленной системой на HDD, работа ОС будет сильно замедлена. Причину такого явления конкретно пояснить не могу. Подобное я заметил на своем ноутбуке Acer Aspire V5-561G в том же 2019. На Asus F80L проблема точно такая же. Тот Acer вышел на рынок в 2013 году, а Asus F80L в 2007. Как-то так. Май 2019 года дарит пользователям новое обновление системы, также известное как Windows 10 19.03, с кодовым названием 19H1 и стало первым релизом в серии обновлений без кодового названия Redstone. Распространение этого обновления начинается 21 мая. Самое видимое изменение мы можем заметить прямо сейчас, а именно новый стандартный фон. Да и современная программа установки из-под системы тоже слегка преобразилась. Я про setup.prep.exe говорил, если что. Обычная установка из-под Windows PE не претерпела изменений.
Ну, дизайн это одно, а что по функционалу? Крупные изменения в работе Центра обновлений Windows. 5 попыток приостановки обновлений на срок до 7 дней. Новые крупные обновления теперь не будут устанавливаться автоматически. Пользователь получает только оповещение, а решение на установку он принимает в течение всего времени поддержки Windows 10 19.03. Новая светлая тема оформления. Cortana теперь отделена от функции классического поиска на панели задач. Голосовой ассистент не снискал популярности, и Microsoft уже тогда планировала мелкими шагами убирать Cortana из поставки. Фон экрана входа в систему теперь имеет эффект размытия в соответствии с Fluent Design. Появляется зарезервированное хранилище. При чистой установке Windows 10 происходит автоматическое резервирование 7 ГБ места на накопителе, в котором будут храниться файлы от обновлений, языковых пакетов и их временные остатки. Помянем Windows планшеты с 32 ГБ встроенной памяти. Сняли ограничения на удаление большинства встроенных UWP программ. На удаление Edge, Microsoft Store или GetHelp рассчитывать не стоит. Появилась песочница Windows, изолированная среда Windows для запуска и тестирования различных сомнительных приложений. Основана на технологии Hyper-V и доступна для изданий выше, чем Windows 10 Home. Обновили WSA, добавили возможность получения доступа к файловой системе Linux из проводника. Удалена легальная возможность включения консольной реализации входа в систему. Параметр Console Mode больше не учитывается, но реализация этого окна осталась. В очередной раз дополнили новые параметры. При использовании микрофона теперь показывается соответствующий значок в Trello. Подлатали центр действий и еще много-много всяких малозначимых изменений. И самое главное, как я считаю, это новые нескучные обои. Форма и задумка остались прежними, поменялся только цвет и акцент. Скорее всего, это было сделано, чтобы подчеркнуть новую светлую тему в оформлении Windows. 12 ноября этого же года выходит Windows 10 19.09 с изменениями в стандартном проводнике. Изменилась адресная и поисковые строки, интеграция с OneDrive и сервисами Office 365. Левое меню в пуске теперь автоматически раскрывается при наведении на него курсором. А на экране блокировки теперь поддерживается работа сторонних ассистентов. Еще один шаг к вытеснению Cortana. 2019 год был более интересным в плане изменений в системе по сравнению с 2018, но не таким ярким, как это было в 2017. И вообще, я даже заметил среди всего этого некую закономерность. Основные нововведения выпускаются в первом полугодии с релизом H1, а во втором полугодии выходит H2 с исправлением ошибок и мелкими изменениями. Рыночная доля Windows 10 в конце 2019 года составляет 65%. Поддержка Windows 10 19.03 завершится 8 декабря 2020 года, а 19.09 в мае 2021 для обычных пользователей и в мае 2022 для Enterprise сегмента. 2020 год для всех запомнился штукой, из-за которого большинство полгода сидели дома, дистанционкой и прочими изоляционными приколами. Такое не обошло и Microsoft. Из-за этого компании пришлось перенести все возможные процессы в оперативном порядке на удаленку. А у меня тогда учебу на полгода отменили, кстати. Мем из середины 2010-х, получается, сбылся? Но разработка обновлений Windows 10 кое-как продолжается, и в мае 2020 года выходит Windows 10 20.04, или как еще называли, Windows 10 20H1. Начиная со сборки 20.04, разработка претерпевает некоторые изменения. Dev-канал внезапно начинает получать новые бета-сборки Windows, которые не связаны с конкретным будущим выпуском десятки, а с названием металла периодической системы химических элементов – марганец, железо и кобальт. Подобный шаг со стороны компании никто не мог объяснить, но со временем все становилось понятно. Мы расскажем об этом позже, а пока поставьте лайк и подпишитесь на канал. Окей, среди новшеств можно выделить DirectX 12 Ultimate. Браузер Microsoft Edge, который основан на движке Chromium, теперь встроен по стандарту вместо старого Edge HTML. С этого момента браузер стал более привязанным к системе, проявлял некоторую наглость и намеренную сложность в плане изменения браузера по умолчанию в параметрах и много чего еще. Случаев достаточно. В PSOD все упоминания ПК были заменены на устройства, так как Windows работает не только на стационарных ПК или ноутбуках. Виртуальные рабочие столы теперь можно переименовывать,
Cortana теперь полностью отделена от Windows и заменена одноименным UEP-приложением с новым интерфейсом на основе чата. Диспетчер задач теперь может показывать тип вашего накопителя и актуальную температуру вашей видеокарты. Новый режим планшета. В центре обновлений Windows появился пункт «Дополнительное обновление». Там можно обновить драйвера от производителя и BIOS, если это было выложено на сервер Windows Update с самим же производителем. Большое обновление WSL до версии 2.0. В этой версии используется фактическое ядро Linux, а не преобразование команд Linux в Windows NT, как это было ранее. Через некоторое время новый WSL получили и все версии Windows 10 за 2019 год. Новые смайлики и вкладка Kaomoji в окне выбора смайлов по сочетанию клавиш Win и точка. Данная версия, как обычно, уносит за собой в историю следующий функционал. Windows To Go больше не поддерживается и была удалена окончательно. Данная возможность позволяла развернуть полноценную Windows на своей флешке без привязки онной к устройствам. Но для работы Windows To Go необходимо иметь сертифицированное для этого USB-устройство с емкостью более 16 гигабайт. Приложение сообщения теперь показывается только на устройствах с поддержкой SIM-карт. Классическое приложение очистка диска больше не предлагает очистить папку загрузки. 17 августа 2020 года Microsoft анонсировала прекращение поддержки классической версии Microsoft Edge с марта 2021 года в пользу Microsoft Edge на основе Chromium, выпущенного в январе 2020. Однако с 1 марта 2024 года Microsoft обязана разрешить пользователям Windows полностью удалять Microsoft Edge без какого-либо вреда системе на основании закона о цифровых рынках, который вступил в силу на территории Евросоюза. Да и не только Edge, но и другие встроенные системные программы. Я считаю, что пользователь имеет право выбирать, какими программами ему пользоваться и какой браузер выставлять по умолчанию. 26 августа компания внезапно объявляет о продлении поддержки Windows 10 17.09 для корпоративных пользователей, 18.03 и 18.09 на 6 месяцев из-за сами понимаете чего. Поддержка 18.03 для пользователей была прекращена 12 ноября 2019 года, для корпоративных деловых колбас до марта и мая 2021 года. Поддержка 18.09 завершается 10 ноября 2020. Enterprise-сегмент данной версии завершает поддержку 11 мая 2021. А для LTC поддержка на момент выхода видео все еще продолжается до 9 января 2029 года. 20 октября 2020 года выходит 20H2. Плитки в меню пуск теперь больше не поддерживают акцентные цвета, только темная или светлая тема. Старый Microsoft Edge здесь уже скрыт, а позднее удален. А плед-система в панели управления переехал в параметры с последующим удалением из старого раздела. Изменен дизайн уведомлений и улучшили experience системы на планшетных ПК. 20H1 прекратит обслуживаться 14 декабря 2021, а 20H2 10 мая 2022. Мировая доля Windows 10, несмотря на все происходящее в то время, достигает 77%, на 12% больше по сравнению с 2019. 2021 год знаменуется внезапным выходом Windows 11 с кодовым именем Cobalt. Вот оно что! Microsoft еще с 2020 года имела некоторые планы по созданию новой версии Windows 11, однако этого никто не понял. Да и вряд ли кто-то в это вникал. Ну, изменилось и изменилось, окей. И как же так? Была концепция Windows как услуга, все было вполне себе стабильно. Почему так произошло и с чем это связано? Причина проста. Новый руководитель команды разработки Windows. В 2020 году им стал Панас Панай, в то время руководивший подразделением Surface и умудрившись в 2019 году заработать компании более 4 миллиардов долларов. А прошлого руководителя Джо Бельфиора, который принимал участие в создании Windows 95, Windows XP, Player Zune, Windows Phone и как раз таки Windows 10, перевели в отдел Microsoft Office Experience. В 2023 году случается прикол. Панас Панай внезапно покидает компанию. Когда всем стало известно о разработке Windows 11, работа над Windows 10 начала плавненько отходить на второй план. В середине мая 2021 года выходит обновление 21H1. На панели задач появились новости и интересы, которые открывают доступ к интерактивному контенту в виде свежих новостей из MSN и показа прогноза погоды. Незначительные улучшения безопасности и багфиксы. Это все. Я серьезно.
16 ноября выходит Windows 10 21H2 с поддержкой новых технологий безопасности Wi-Fi сетей, поддержкой вычислений на GPU в подсистеме WSL и очередными багфиксами. Как уже становится понятно, Microsoft бросила все свои силы на развитие и исправление новой версии системы – Windows 11. Кто-то скажет, что это к лучшему, и десятка стала идеальной, а кто-то скажет, можно было улучшать и дальше. У всех своя точка зрения на этот счет. Поддержка Windows 10 21H1 отбрасывает коньки 13 декабря 2022 года. 21H2 13 июня 2023 года. Корпоративный сектор это задевает, как обычно, чутка позже, до июня 2024. Доля Windows 10 за 2021 год, несмотря на выход Windows 11, растет почти 83%. Вот мы спустя время подошли к современной Windows 10. Microsoft заявила, что это будет последним обновлением этой системы. Забавный факт, 22H2 уже и не крупное обновление вовсе. Цикл обновления теперь снова переходит на раз в год. Распространяется 22H2 через всеми любимый своей внезапностью центр обновлений в виде активирующего пакета размером почти под 200 килобайт. ISO-образы для самостоятельной установки все так же стабильно доступны и выпускаются. Ничего нового в себе, кроме очередных исправлений внутри системы, уже не содержится. А в апреле 2023 года Microsoft сообщил о том, что Windows 10 22H2 является последней версией из линейки Windows 10 и напомнила о прекращении ее поддержки в 2025 году. И тут история Windows 10 завершается. В 2022 году доля Windows 10 на фоне Windows 11 стремительно снижается. Если Windows 11 за 2022 год набрала с 2% аж до 17%, то Windows 10 спускается с 83 до 68. Сейчас настало время рассмотреть Windows 10 за пределами тестовых компьютеров и виртуальной машины. В этом видео мы рассмотрим комплект поставки коробочной версии Windows 10 и ее OEM-версию. Что поставляется с коробочной Windows 10? В данном случае у нас имеется Pro-версия системы, хотя, я думаю, это уже вряд ли какую-то разницу играет. Это не Windows Vista или Windows 98. Оформлено это все вполне минималистично. За всю историю десятки оформление коробки подвергалось изменениям. В 2015 году она выглядела совершенно другой, но ее в коллекции у меня нет, придется воспользоваться фотографиями из интернета. У меня же имеется коробка образца 2018 года и позже. Распаковав содержимое, мы увидим справа карточку с ключом, а слева надпись «Добро пожаловать в Windows». Под этой надписью находится как сама флешка с системой, так и инструкция по ее установке. Сзади самой коробки мы увидим системные требования, различные примечания и краткий рассказ функций, которые мы получим в Windows 10 Pro. OEM издание выглядит намного проще. Вот такой конвертик, на котором спереди присутствует ключ. В моем случае он уже отклеен, вместо него просто розовая и слегка клейкая поверхность. Сзади показывается маленькая инструкция для тех, кто с пингом в 10 тысяч миллисекунд, а внутри просто диск. Довольно симпатично и без воды. Первый релиз коробочной Windows 10 был доступен для покупки по цене 14 100 рублей за Pro-версию и 8 000 за домашнюю. Цены приведены по данным 2015 года. Что ж, как-то вот так. А пока мы не пошли дальше по содержанию, хочу напомнить подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Также можете поддержать автора любой своей суммой, так как весь контент на канале делается полностью на чистом вдохновении и огромном любопытстве. Помимо потребительских версий систем, таких как Pro или Home, существует LTSB, LTC, Education или такие версии как Pro for Workstations. Каждая версия официально предназначается для узкого круга задач и обстоятельств. Редакций, как можно понять, на самом деле наплодилось очень много. Мы в краткой форме постараемся выделить все самое основное и интересное. LTC, или же Long Term Servicing Channel. Данная редакция отличалась более длинным сроком поддержки – 10 лет, 5 лет основной плюс 5 лет расширенной. Но с выходом LTC 2021 была сокращена до 5 лет и предоставляется только основная поддержка. До изменения веток в 2017 году данное издание носило название LTSB или же Long Term Servicing Branch. Таким образом, LTSB редакция Windows 10 вышла только дважды, в 2015 и 2016 году.
Этот формат сначала использовался только для Windows, но со временем его начали использовать и прочие продукты Microsoft по типу Office. Чем Windows 10 LTC отличается от обычной Windows 10? Самое заметное отличие заключается в полном отсутствии каких-либо встроенных UEP-программ и Microsoft Store. Исключение составляют UEP-программы первой необходимости по типу параметры и безопасность Windows. LTC-издания предназначены для критически важных компьютерных систем, задача которых бесперебойно работать без какого-либо отвлечения на обновление или устройств, не имеющих подключения к интернету. Но для тех людей, которые хотят убежать от Microsoft Edge, хочу расстроить. Начиная с LTC 2021, он также встроен в систему. LTC-выпуски получают только обновление безопасности и исправления без фиксированного расписания, а какие-либо обновления с добавлением нового функционала теоретически не предусматриваются. В качестве примера можно взять Copilot. Недавно он был добавлен в потребительские версии десятки, но в LTC он отключается. Даже если вы покопаетесь в реестре и включите его своими руками, Copilot снова сам себя отключит. Также имеются некоторые мифы, связанные с данной редакцией. Здесь можно полностью отключить телеметрию и обновление на корню. Телеметрию можно отключить и в обычный Windows 10, в параметрах или же ручками через Firewall, поскольку все участвующие в этом приложения, ключи, параметры официально задокументированы и доступны в справочном разделе Microsoft. Обновлениями можно управлять с помощью групповых политик всех версий Windows 10, кроме домашней. Мой знакомый пользуется LTC-версией Windows 10 на постоянной основе, и личный опыт использования он описал вот так. Цитата. Windows 10 LTSB LTC более лояльно относится к слабому железу за счет выпиленного лишнего функционала, вследствие чего потребляется меньше АЗУ и процессор себя чувствует более свободно. Саму систему можно использовать даже на обычном HDD. Windows Defender и Windows Update спокойно отключаются через групповые политики и никак не беспокоят. Сама же система работает куда стабильнее, в отличие от пользовательского сегмента операционки. На версии LTC 18.09 компьютер при активном использовании мог работать без каких-либо проблем в течение приблизительно 60 дней. В то же время Pro-версия системы, что 18.09, что 20.04, работала максимум неделю и начинала сильно сыпаться. Конец цитаты. Ну, окей. А что вы думаете о Windows 10 LTC? Пишите в комментарии. Windows 10 также продолжает линейку изданий для серверов в виде выпущенных Windows Server 2016 и Windows Server 2019. Отличие от обычной десятки заключается в наличии более обширного инструментария, приложений по управлению сервером и увеличенными системными лимитами на принимаемое оборудование. Вероятно, это тема уже для отдельного ролика, но я и так случайно столько всего наобещал, что не хочу кого-либо разочаровывать в будущем. Windows 10 для одного языка. Вот это та версия системы, которую я ненавижу в принципе. И сейчас скажу почему. В этой редакции никоим образом нельзя изменить язык интерфейса. Только добавлять, удалять раскладки клавиатур. В остальном же функциональность напоминает домашние издания. Обычно она мне встречалась как поставляемая система с новыми ноутбуками, особенно на HP. На этом ее отличия заканчиваются. Следующая редакция — это Windows 10 Pro for Workstations. Она была создана для очень мощных систем, именующая себя как рабочая станция. В отличие от Windows 10 Pro, который поддерживает два процессора, не два ядра, а два целых отдельных процессора и 2 терабайта АЗУ, эта система поддерживает 4 процессора и принимает до 6 терабайт оперативной памяти. Также эта редакция отличается стоковой поддержкой ReFS, более отказоустойчивой файловой системой, которая является эволюционным продолжением NTFS. Windows 10 China Government Edition. Нет, это не шутка. Microsoft действительно выпускала подобную редакцию специально для правительства Китая и внутренних государственных учреждений. Также она была доступна не только для высокопоставленных лиц, но и для прочих OEM-производителей в Китае, и первой в этом деле стала компания Lenovo. Произошло это все в мае 2017 года, и основывается это чудо на Windows 10 Enterprise. Отличие заключается лишь в удаленных функциях интеграции сервисов Microsoft по типу OneDrive. Да, Microsoft в свое время успели заработать свою миску риса. Ключевое слово «в свое время». Windows 10 IoT. А вот эта версия системы предназначена для интернета вещей, или же Internet of Things.
является заменой линейки Windows Embedded. Основной целью значится работа на банкоматах, цифровых вывесках, посттерминалах, киосках, умных домах и прочих подобных устройствах. Эта редакция имеет в себе еще 3 подверсии. Windows 10 IoT Core для мелочных устройств на ARM и без возможности запуска настольных программ, Windows 10 IoT Core Services, версия с облачной подпиской, и Windows 10 IoT Enterprise, настольный ОС на основе обычной Enterprise без обновлений. Windows 10X. О, это очень долгая история. Система, которая появилась буквально внезапно и из ниоткуда. В публичный релиз потребителям она так и не вышла. Проект был отменен в середине мая 2021 года. И если смотреть на дизайн данной системы и на Windows 11, то все как-то становится на свои места. Кажется, мы узнали, как был придуман брендинг Windows 11. Первое упоминание о системе присутствует в документации, утекшей в сеть. 2 октября 2019 года Microsoft представила складное устройство Surface Neo, гибрид планшета и ноутбука с 2 экранами. Изначально в Windows 10X присутствовали совершенно другой интерфейс и поддержка Win32 приложений, но в виде контейнеров. Позже эту функцию убрали на доработку. Выйти данная ОС должна была в 2020 году, однако планы резко изменились. В интернет утек только один полноценный образ этого чуда для виртуальной машины Hyper-V – Build 20279. Со стороны компании Windows 10X была очень смелым шагом, но он так и не осуществился до конца. Радоваться ли такому или грустить – непонятно. Windows 10 Team предназначался для интерактивной доски Surface Hub. Отличается совершенно другим интерфейсом, более жесткой привязкой к аккаунту Microsoft и усиленными ограничениями на уровне системы. Хотя внутри это все та же Windows 10 Enterprise. Также существует Windows 10 Education для школ и университетов и Windows 10 S, разрешающий использовать приложение только из Microsoft Store. Andromeda OS, которая была внезапно без всяких причин отменена, и Windows Factory OS, специализирующаяся для OEM и прочих производителей. В этом видео я озвучил не все редакции, на самом деле их еще больше. В большинстве своем они основаны на других редакциях и урезанных версиях системы. Перечислять это все вряд ли имеет смысл на данный момент. Данное видео содержит не только мое собственное мнение о Windows 10. Я просил коллегу по цеху и нескольких YouTube-блогеров, которых я смотрю, написав им на почту с просьбой ответить в видеоформате на следующие вопросы, сформулированные вот таким образом. Что не устраивает Windows 10, что наоборот больше всего нравится там, и рассказать о первом знакомстве с системой вживую и каким был переход на эту ОС, по какой причине. Разнообразие вопросов приветствуется. Все названия каналов, которые поучаствовали в видеоответе, будут показаны в титрах, в начале их отрывка и в описании этого видео. Впервые с Windows 10 я познакомился благодаря компании Acer, а конкретнее их VR-шлема формата Windows Mixed Reality. Эти шлемы нормально работали, имели драйвера и софт только под Windows 10, а у меня тогда стоял Windows 8.1. Но это стало отличным поводом для обновления, потому что до этого апдейт я откладывал. Зачем обновляться, если все и так работает? Но повод появился, я установил вместо 8 десяточку, и у меня все продолжило работать. То есть в смысле не только новый VR-шлем, но и принтер, сканер, видеокарта, плата захвата, TV-тюнер, все железо продолжило работать. Аналогичная ситуация и с софтом. Весь софт, который мне был нужен для разработки, для съемок и обработки видео, и собственно игры, все продолжило работать. И в принципе, вот мой опыт с Windows 10, это тот опыт, который я получал после практически каждого обновления с каждой предыдущей винды на новую. Да, я пропустил некоторые версии, например, Millennium или Vista, но в остальных случаях это все всегда работало абсолютно идеально. То есть что-то могло чуть-чуть отвалиться, где-то что-то нужно было перенастроить, иногда интерфейс менялся несколько неожиданно. Но обычно, и в большинстве случаев, все просто продолжало работать. И вы знаете, когда я слышал холивары на тему того, а вот эта винда ужасная, вот предыдущий был гораздо лучше, я всегда вспоминаю Windows XP. Очень многие вспоминают Windows XP с большой ностальгией о том, какая же она была замечательная, какая же стабильная и так далее. Но, вы знаете, в момент выхода XP-шки ее очень сильно хаяли. В журналах, в интернете рассказывают о том, как она много ресурсов жрет, какая она нестабильная, какие в нее проблемы возникают и так далее. Но первому, второму сервис-паку все это наладилось.
И это, в принципе, описывает, опять-таки, мой опыт с операционками. Я никогда не обновляюсь на самую свежую версию сразу. Я жду, когда выйдет 1-2 сервис-пака или хотя бы парочка каких-то крупных патчей. И вот вам мой совет. Даже если вы обновляетесь не на новую версию винды, а просто на новую версию какой-нибудь софтины или желаете взять какую-то новую железяку, не берите первую ревизию железяки, не устанавливайте софт сразу после выхода, будь то игра, видеоредактор или что-то. Подождите патчи. И тогда вы сэкономите огромное количество нервов и получите отличный пользовательский опыт. Но если в принципе вернуться к десятке, то я не могу вспомнить никаких проблем после обновления с восьмерки. Никаких глобальных проблем. То есть, ну да, визуальный стиль опять немного поменялся. Ну да, настройки из одного меню переместились в другое, теперь их нужно заново искать. Ну ничего по мелочи. Но главное, то есть обратная совместимость с предыдущим софтом железом и поддержка нового софта и железа. Все это осталось на своем месте. Ну и что еще хочу сказать, так это спасибо за приглашение в это видео. Мне уже давно крутились мысли по поводу разных версий винды, а тут такая классная возможность высказаться. Меня, как обычного пользователя, в десятке не устраивает лишь один факт, который тянется с незапамятных времен любой оболочки Windows, а именно мусорность системы. Как бы ты ни чистил ее реестр, удалял остатки, в любом случае, рано или поздно винда начнет подлагивать, фризить и просто работать не так стабильно, и придется переустанавливать систему. Про банальные моменты, такие как телеметрия, я упоминать не стану, но скажу, что по факту все это можно убрать, если постараться, ну или поставить сборку, где этого всего не будет. А вот что мне наоборот нравится в системе, так это дизайн. Здесь я сразу свяжу два вопроса от Дани. В далеком 2016 году родители подарили мне ноутбук с этой системой, и я просто обомлел от красоты этого дизайна. Суть в том, что задумка с плитками из предыдущей ОС мне казалась интересной, но все-таки не раскрытой. В десятке же они убрали ее обязательность, вернулись к истокам, но в то же время добавили те же плитки и позволили персонализировать их под себя. Это определенный шаг вперед, который запал мне в душу. Еще лично от себя как контент-мейкер отмечу так называемый Windows Bar, в котором можно посмотреть и мониторинг ресурсов, и запись включить, и в компаньоне Xbox позвать друзей поиграть. Все это можно посмотреть и закрепить поверх приложений, и будет прикольно смотреться. Особенно удобно это во время игр, когда тебе что-то срочно надо мониторить или включить запись. Это прикольный моментик. Первый раз вживую я познакомился с десяткой, как ни странно, в период добровольно-принудительного обновления в 2016 году. В то время у меня на ноутбуке стояла семерка, потому что в моем окружении она считалась, так сказать, эталоном рабочей операционной системы. И не сомневаюсь в том, что тогда это мнение разделяло большинство, особенно после повального релиза восьмерки, который фактически отнял у нас привычное стартовое меню. Да и вообще там много чего необычного-то было. Уже тогда было предельно ясно, что Microsoft уходит от любимой многими нативной парадигмы в сторону кроссплатформенных веб-приложений и минимализма, упрощения в целом. Их стратегия предусматривала постепенный переход, переформатирование бизнес-логики на предоставление облачных услуг, например, OneDrive, занятие ниши интернета вещей и так далее по списку. Помните ведь Картану, да? Ее уже сейчас нет. Теперь у нас Копилот. Их операционная система уже к тому времени имела ниши, ну если даже не ниши, то не первый приоритет. Весь бизнес построен на прибыли, и любой неприбыльный проект в какой-то момент сворачивается. Ваш конверс, нашкрябанный на нем ключом и хрюшкой внутри, не даст соврать. И по факту, единственный способ гарантированно заставить каждого пользователя платить за предоставленный товар, это сделать его непереносимым и недистрибутируемым. То есть, хранить его у себя и давать ограниченный доступ на определенный срок за плату. Подписки. К сожалению, подписки — это будущее. С этим спорить нельзя. Да и на самом деле это уже настоящее. Смотря на Windows через призму прибыльности, а это именно как на нее смотрит Microsoft, можно констатировать, что система фактически уже дохлая кобыла, и на помощь ей приходит Windows as a Service, ну или по-русски Windows как услуга. Пилотный проект под названием Windows 365 был запущен примерно в то же время, что Windows 11. И архитектура там предельно проста. Утром деньги, вечером стулья. То есть вы платите деньги, а мы вам даем попользоваться нашей системой на облачной машине. К сожалению, за этим будущее. И каждая система, начиная с Windows 8, постепенно подводит нас к этой точке невозврата. Тому подтверждением может служить уход от зубодробительной числовой теории в алгоритме лицензирования.
Там пик пришелся на Windows 7, где у них там были гиперэллиптические кривые и прочая ересь. По факту, алгоритм генерации ключей для 8 и 10 доступен на GitHub, который принадлежит самому Microsoft. Поэтому рассматривать Windows 10 как очередной субъектный релиз попросту наивно. Это звено цепи, которое нас постепенно подводит к так называемому цифровому рабству. Возможно, это звучит весьма эпично, но Microsoft всегда смотрел в будущее, у них была определенная интуиция на перспективно развивающиеся тренды. Они не лыком шиты. Правда, их ахиллесова пята в том, что они слишком чувствительны к этим изменениям, и каждая их инновация внедряется слишком рано. С точки зрения обывателя, их подвижки выглядят, мягко говоря, странно, пока не пройдет несколько лет. Взять в пример ту же Vista, она же была воистину шикарной операционной системой, если так подумать. В ней было много багов, но основным затыком при использовании ею были невыносимые лаги. Ее ничто не тянуло, это был по сути кризис операционных систем. 8-я винда также блеснула своими сенсорными возможностями, но никто по факту так и не успел ими воспользоваться, потому что в 2013 году многим хватало простецкой Nokia, даже в Штатах. А с наступлением десятки они, конечно, поубавили темп внедрения инноваций и больше сконцентрировались на регулярных обновлениях и дальнейшем упрощении. В ретроспективе раскроется многое, что сейчас пока не очевидно, но чтобы сохранить Windows, со временем Microsoft придется полностью закрыть Windows от пользователей. Наблюдаем. Спасибо, Данил. Поддержка Windows 10 и обновления, но в случае с десяткой это понятие очень растяжимое, так как с ее выпуском в 2015 году Microsoft начала следовать концепции Windows как услуга и выпускать новые релизы OS в рамках бренда Windows 10, в которых срок поддержки был персонализирован. Официальная поддержка Windows 10 завершится с прекращением поддержки Windows 10 22H2 14 октября 2025 года. LTC-редакции конец поддержки настигнет в 2027. Если быть придирчивее и взять по редакциям, то там аж 2032 виднеется. В общем, еще очень и очень не скоро. Ну и последняя сборка Windows 10 тоже не лишена недочетов, например, с системой уведомлений. А если быть точнее, то с плашкой краткого содержания уведомления. Да, уведомления как таковые являются частью UVP и построены на XAML. При таких обстоятельствах, опираясь на документацию Microsoft, в XAML есть параметр Zoom Mode, который по стандарту должен быть выключен. Но он тут включен. Таким образом, нажав Ctrl и покрутив колесико мыши, мы увеличиваем масштаб приложения. Это не проявляется в старых Windows 10 и последних Windows 11. По данным StatCounter, пик доли Windows 10 в сегменте Windows компьютеров составил 83% в 2021 году. Если вы дослушали до этого момента, то вы великолепны. Похвалите себя и порадуйтесь тому, что ваше время прошло не зря. Windows 10 изначально должна была совместить все узнаваемое из эпохи Windows 7 и приятный дизайн из Windows 8. Как можно понять, это получилось. Даже очень. Грамотный план действий, акции по бесплатному обновлению, грамотный маркетинг сделали свое дело. Не без прецедентов, конечно, но кое-как получилось. Вопрос, какой ценой? Конечно же, у этого есть и обратная сторона медали. Странное решение, навязывание каких-либо функций, скандалы в конце концов. И если подумать, то подобное случалось постоянно, с каждой системой в год ее выхода. А с годами эти проблемы становились все менее заметными. Некоторые могут быть не согласны со мной в этом плане и напишут длинный комментарий с повествовательным сюжетом. И их доля правды тоже имеет смысл к существованию. Всегда рад прочитать всех. Каждая система имеет как свои плюсы, так и минусы, однако это никак не мешает найти им своего преданного пользователя. А с пеной у рта что-либо доказывать это несколько неправильно. У каждого есть свое мнение и различные убеждения. Я считаю, что каждый человек должен анализировать выводы и строить свое итоговое мнение самостоятельно так, насколько это возможно. Ну а я просто даю пищу для размышления и общественного обсуждения. А целый час, если не больше, рассказывать про Windows 10 это, наверное, сильно. Один участник этого коллаба произвел некоторую рефлексию о нынешней ситуации с Windows в целом. В результате чего у меня появилась некоторая дилемма. Хорошо ли это или плохо? Не знаю. Каждый, опять же, решает сам. Рассуждать и анализировать эту ситуацию можно бесконечно.
Это было видео, над которым я работал на протяжении почти 3 месяцев. Даже в то время, когда первая часть данного проекта еще не вышла на публику. Во-первых, спасибо, что вы дождались второй части спустя столько времени ожидания и шорцев. Во-вторых, спасибо людям, принявшим участие в данном проекте, и тем, кто делал со мной всю работу и брал некоторые задачи в то время, когда я отлетел с переутомлением. Да, я в большинстве своем делаю видео совершенно один, пытаясь развиваться, и мне будет приятно, если вы подпишетесь на канал, расскажете о нем своим друзьям, поставите лайк этому видео и проявите какую-либо активность в комментариях. Это никак не сложно. Ну и отдельная благодарность донатерам, поддерживающим канал любой своей суммой. Спасибо за просмотр, всех люблю и до новых встреч, дорогие друзья.